Всем привет из заточенной в горы Алматы, столицы Казахстана. Сегодня я еду в Кыргызстан. Если вам интересно, что там на границе, то подписывайтесь и поехали вместе. Я еду наземным транспортом, и потому мне нужно на запад города. Все автобусы и такси едут в Бишкек с автовокзала Сайран. Выглядит он вот так, но автобусы не особо популярны и долго ждать пока не наполнятся. Поэтому переходим дорогу к автозаправке и ловим частное такси. Машины быстрее всего набираются до границы. Ехать туда 2,5 часа, и это удовольствие стоит 5000 тенге. Там переходим границу самостоятельным пешочком и ловим такси до Бишкека. Машина собралась буквально моментально, и мы отъехали, не успев я приехать на автовокзал. Всего нас пассажиров трое, и поэтому водитель получит 15 тысяч тенге за 2,5 часа работы. По дороге обратно он наверняка возьмет тоже пассажиров. Выезжая из города, особо не на что смотреть, но мы проезжаем огромный Алтын-Орда, крупнейший универсальный рынок Алматы. Скорее всего, именно из-за этого здесь начинаются такие ужасные пробки. Тем не менее, в течение 20 минут мы выезжаем за пределы города, и поток машин становится намного разнообразнее. Вот там сидят коровы. Мы слышим, как они мычат, когда мы проезжаем мимо. Еще 10 минут в пути, и сложно поверить, что мы недавно выехали из города. Даже деревьев след простыл. Начинается великая казахская степь. В реалии она больше похожа на пустыню, и вдали чернеют силуэты гор. На их фоне бродят табуны вольных лошадей, и глаз радует необузданный простор. Всю дорогу нас развлекают соседи на заднем сидении, разговаривая о политике, философии, культуре и, конечно, о России. Время пролетело незаметно, и мы подъехали к границе. Здесь водитель нас оставил, и дальше мы пошли пешком. Дело было в субботу, шел 5-й час вечера, и очереди практически не было. По дороге я разговаривала с соседями по такси, и те предложили довести меня до Бишкека. 20-летние кыргызские специалисты, они работают в Казахстане. Ездили в Алмату по делам, а теперь возвращаются. На самом паспортном контроле мы встречаем первую очередь, но люди двигаются быстро. Все происходит тихо, вежливо и цивильно. Передо мной развернули пожилую женщину с казахстанским паспортом. Срок действия паспорта просто закончился. Других неприятных случаев на моих глазах не произошло. И никаких странных вопросов пограничники не спрашивают. Далее коридор следует на вторую границу в Кыргызстан. КПП «Акжол» полностью отремонтировали 1,5 года назад, и пересекающие все еще фотографируют его новый облик. Но открытую съемку пограничники не приветствуют. На этой стороне все то же самое. Мы стоим в очередь в паспортный контроль. Очередь двигается так же быстро. И на этом все. Нету никакого таможенного контроля. Чемоданы и сумки пропускали через металлодетектор только на стороне Казахстана. Прохождение границы по дороге из Алматы в Бишкек предельно простое. И прямо на выходе вы можете приобрести местную сим-карту. Всем доброго пути. Путешествуйте больше. Это хорошо для души.